Здравствуйте, рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня у меня очередное видео, и это будет пицца. Да, будет пицца, полная утилизация лоскутов и обрезков ткани. Не только ткани, но и лент. Посмотрите, у меня на столе вот это все, как сказать, текстильный мусор. Это остатки от новогоднего декора, которым я занималась в этом году и в прошлом году. Все это пойдет в пиццу. Здесь у меня остаточек тесьмы вьюнок, вот такие блестящие ленточки, тоже лента, небольшие кусочки парчи. В общем, все эти остатки, которые уже, в принципе, нельзя использовать. Все будет использовано в этой пицце. Но есть у меня вот такие остаточки ленты. Была красная и немножко синяя. Вот именно из этого остатка я буду вырезать кляксы. Кляксы у меня уже вырезаны. Посмотрите, вот такая синяя клякса, вот такая красная клякса. То есть это единственная форма рукотворная, которую я буду использовать в этой пицце. Эти кляксы я буду класть, как сказать, наверх. Она у меня будет лицевой частью, но в ходе работы вы все поймете. Остальные лоскутки я просто чуть-чуть помельче порежу, ну и разложу, как обычную пиццу. И еще после вырезания клякс у меня остаются, конечно, тоже вот такие обрезки. Вот, я их не буду выкидывать, я их разрезаю на мелкий вот такой серпантин. Его я тоже буду использовать в этой пицце. В общем, пицца у меня будет создана из разных материалов, из разных форм. Здесь будут и вот такие маленькие обрезки ткани, как я называю серпантин, и более большие обрезки ткани, и вот такие кляксы. В общем, все будет в моей пицце. Затем пиццу я накрою фатином. С цветом фатина я еще не определилась, но точно знаю, после того, как я накрою пиццу фатином, вот эти кляксы я обошью швом зигзаг и потом фатин высеку. То есть у меня пицца будет с яркими такими блестящими пятнами. Выкладывать саму пиццу я тоже буду на определенной ткани. Это тоже утилизация. Девочки, иногда мы покупаем сапоги, и в коробках наша обувь лежит в мешочках. Иногда покупаем сумки, которые тоже упакованы в мешочки. Это вот такого рода мешочки. Я их тоже никогда не выбрасываю. Мой хомяк мне не разрешает это делать. Я все это коплю. Вот в таком мешочке у меня была сумка, которую я недавно приобрела. Вырезала кусок, который мне нужен по размеру. Ткань такая на ощупь приятная, тонкая, но что-то такое, какой-то нетканный материал. Мне кажется, это даже похоже на укрывной материал, который мы используем в садах и на дачах. В общем, делать буду на ней. Попробую, ни разу не делала. Затем возьму гладильную мини-досочку свою, покрою ее материалом этим и уже буду выкладывать пиццу. Конечно, такие большие куски я использовать не буду. Мне хочется, чтобы пицца была моя чуть поменьше. То есть размеры были у пиццы поменьше. И буду смотреть цвет, чтобы цвет у меня не повторялся. Рисунок я практически уже закончила. Мне осталось выложить только середину. И сразу хочу показать. Я заменила основную ткань, на которой выкладывала пиццу, на свои любимые салфетки, которые я покупаю в хозяйственном магазине. На упаковке написано «салфетки для уборки в доме».
Вот так вот они выглядят. Но я уже несколько раз их показывала. Почему заменила? Да потому что прежде чем выкладывать рисунок вот на этой ткани, это упаковочный мешочек, я попробовала прогладить. И посмотрите, у меня сразу же ткань скукожилась. И я это проглаживала через салфетку. Вот. Накрыла сиреневую эту ткань салфеткой из бязи, приложила утюг. И вот такая беда у меня получилась. То есть эта ткань сразу же скукожилась. Хорошо, что сразу попробовала, а не после того, как выложила рисунок. Было бы очень обидно, работу бы пришлось выбрасывать. Это вот основное, что я вам хотела рассказать и показать. Сейчас я выкладываю рисунок полностью, доделываю работу. Рисунок я полностью закончила выкладывать. Где-то у меня видна салфетка, ничего страшного в этом нет. Сделала большие синие кляксы, как и говорила. Теперь мне надо будет накрыть это все фатином. Фатин у меня есть двух видов. Один вот такой блестящий, золотой, и один серебряный. Вот даже не знаю, каким фатином накрыть. А сейчас приложу, посмотрю, какой фатин смотрится лучше. Так, ну вот этот прозрачный, он немножко с каким-то таким, знаете, блеском. Я бы сказала, небольшое АБ покрытие есть на этом фатине. И фатин блестящий. Даже не знаю, наверное, все-таки блестящий. Если уж я делаю новогоднюю пиццу. Хотя вот под таким фатином очень яркие краски. Нет, я сделаю под блестящим фатином. Итак, все это я сейчас накрываю. Лоскутки здесь у меня непослушные, все пытаются убежать. И вторую сторону. Фатин у меня из двух кусков, как вы заметили. Все, теперь я это проутюжу. Обошью на машинке капельки. Потом сделаю по всему полотну основную стежку. И затем покажу, как буду высекать фатин. Смотрите, вот так выглядит пицца после того, как я ее пришпарила утюгом. Лоскуточки маленькие все выпрямились. И еще при нагреве, при большой температуре, сами лоскуточки с друг другом немножко сцепились. То есть как бы приклеились. Теперь, конечно, я это все накалю на большое количество булавочек, чтобы все-таки они никуда не разъехались. Тихонечко перенесу работу на приставной столик машинки, который я делала своими руками. Ссылку обязательно оставлю на этот столик. И буду стегать. Моя работа практически подошла к завершению. Полотно полностью готово. Стежку я сделала, простегала на свободном ходу стежкой. Ну, в простонародье это называется мозги. Итак, высекла с некоторых клякс уже фатин. И у меня осталась только одна вот такая большая клякса. Как я высекаю фатин? Беру инструмент распарыватель, тихонечко подцепляю фатин и убираю лишнюю ткань. Можно делать это ножницами. Таким способом я уже пользовалась не раз. У меня есть текстильные картины, где я делала несколько вообще цветов фатина, высекала один, открывала другой фатин. И мне такая техника очень понравилась. Картины смотрятся симпатичнее, цвета, краски ярче. Я обязательно оставлю ссылочку в конце видео на такие текстильные картины. Кому интересно, пройдите, посмотрите. Возможно, и вас такая техника заинтересует. Кляксы я не стала обшивать швом зигзаг, а прошила тоже контур на свободном ходу. Подумала, что шов зигзаг здесь будет лишний, это раз. А во-вторых, вот как оказалось, на такой блестящей ткани, в принципе, даже стежка сама по себе не видна. Нити как-то теряются на фоне всего этого блеска. У меня остался маленький кусочек. Сейчас его уберу. Можно было фатина высечь еще с нескольких таких, как сказать, рисунков, да. Я высекла фатин еще из красной кляксы. В общем, вот такое получилось полотно. Посмотрите, есть разница, да? Либо было фатином у меня полностью все накрыто, либо я высекла этот фатин. Эти яркие пятна стали еще ярче. Мне кажется, пицца от этого смотрится намного симпатичнее и интереснее. Ну, на этом вроде все. Мое арт-полотно готово. Из такого полотна можно делать все, что угодно. Это полная утилизация остатков новогоднего декора. Можно сделать подарочную косметичку,
Можно сделать чехол для телефона, можно сделать даже текстильную открытку, обложку, все что угодно. Некоторые идеи я оставлю в конце видео, ссылочки. Кому интересно, тоже проходите, смотрите. Ну, а если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. У меня для вас много нового и интересного. Я занимаюсь не одним видом творчества и рукоделия. Ну и на этом сегодня все. Пока-пока. До встречи на моем канале.